Всех приветствую, друзья, с вами Best of Base микрофона. Видео записываю обзор моей игры LAN, в скобочках онлайн, ивента чемпионата, финала третьего сезона. Я играю против Килсна. Ну, для меня это самый драматично запоминающийся матч с этого чемпионата. Вот его и берем за основу. Поехали. Сразу извиняюсь за корявое, возможно, построение предложений. Сон неважный сегодня. Вот сейчас с утра вообще в молоко просто. Но решил время продуктивно провести, сделать ввод. Поехали. Значит, у нас Авокин, первая карта, пики строк, я на Никсе. Смысл пиков, значит, какой был? Он выиграл монетку, мы играем первую его карту, он забанил Дума. Я подумал то, что второй по силе персонаж, в принципе, это Галена. И не очень-то я помню, чтобы он играл за строго на Авокине. Поэтому я решил пикнуть Нюксу, потому что для меня, я считаю, что это неплохой пик Никса против Галена. Мне нравится вот такая бабья драка. И молодуха, по идее, должна вывозить. Но он пикнул строго. А строг к Никсе на этой карте, а геометрия карты позволяет на строге финты делать ушами и догонять Никсу. Поэтому это определенный контрпик Никсе. Этого я не ожидал. Но, в принципе, если Никса на контроле, то там вообще не важно, какой персонаж, потому что Никса очень мобильно, имеет отличную пассивную и активную обилку, плюс маленький хитбокс. Поехали. Он забрал рейлган, забрал хэви, армор. Здесь вот важный момент. В общем, я не очень правильно понял скорость передвижения строго. И вообще он пошел еще и по первому этажу по воде. Я забрал зеленый и пошел в телепорт контролировать ракету. И в случае, даже если бы он, в принципе, по низу пролетал, я вроде как бы там успеваю подшафтить. Но нет, я не успеваю, потому что он заслайдил. И в итоге он уже ближе к Меге вот сейчас. И в принципе, еще можно его прошафтить на джампаде, когда он будет прыгать. Но он мне дает рейлган. И он меня полностью стопорит этим рейлганом. Дальше я уже двигаться в атаку никак не могу. Мне приходится отступать. Он уходит на шафт. Я ухожу на рейлган. То есть, ну, я понимаю, что он вряд ли пойдет на рейлган, потому что он уже с рейлганом добивать, он опять же меня вряд ли пойдет. Потому что, ну, нечем добивать ему. У него ни ракеты, ни шафта нет. Он уходит на шафт. Я хожу на рейлган. И здесь вот интересный момент. Он, в общем-то, выбирает, ну, не то что оригинальную, но как бы хорошую точку для прострела армора, который под рейлганом. Здесь я не прочитал вот прострел, за что получаю. Это было с его стороны очень хорошо. С моей минус как раз мне, потому что я ситуацию не прочитал. Ну, опять же, армор мне обязательно нужно было забирать. Обязательно. Поэтому там... Даже если бы я прочитал, скорее всего, этот рейлган... Хотя я в размен мог бы подрейлганить. Единственное, что... Ну, просто там кармашек уже смерти. Все, поехали дальше. Так. Контролирует вот этот зеленый на центре карты. Понимает, что я сейчас совсем голый на карте. Так, мог меня вот сейчас вот на вилку развести, кстати. Дальше не пошел. Ну да, вот тут тоже интересно, значит, поскольку в самом начале он забирал сначала хэви, а потом мегу. И я-то вышел вот так вот аркадно на мегу сейчас. Вот почему? Потому что я думал, что он уже ретировался на хэви. Но он остался на меге. Вот самое что забавное. Но в итоге сейчас появляются два девайса единовременно. Я просто с ним как бы разменяюсь. Тем более я обилку прожал. Я забрал хэви. Правда, получил оплеуху. О, ответку тоже ждал. Блин, он еще меня здесь подрейлил. В итоге он в плюсе. Так, идет атака, нападение.
А, ну, нормально, нормально. Он не попал, решил дальше не рисковать. Хотя, ну, там он такую скорость уже взял, он уже никак не мог драться. Либо он тогда на лицо должен не был заезжать, либо тогда вообще уже... ну да, дальше не рисковать, то пробовать подрейлганить вот так. Размен для него плюсово, он на среднем персонаже, у него всегда армор остается после этого размена. Девочке моей плохо от этого, естественно. Девочка моя убегает. Хэви, кстати, появился. Так, секунду. Да, все пишется, хорошо. Так, ну, в общем, цикличность он на карте забрал. Сейчас бегает очень вальяжно. Скорость набрал, ничего не боится. Просто ищет, как хищник, жертву. Хороший вот сейчас Defend Rocket был. Как раз я на звук сыграл. И... солидный контрольный рокет пролетел. Но в итоге, пока все тщетно, мне не получается его прям вот хорошенько остановить. Он все еще при контроле. Вот сейчас опять он что делает? Мега хэви, как бы хэви лежит. От него реакции нету, я ухожу в инвиз. Он этот инвиз не читает. Я забираю хэви. Опять я разменял, хотя мог в принципе не разменивать. Но он немножечко тут забоялся почему-то вперед идти. В общем, ну, надо все-таки ему было здесь по фулу отконтролить, и у меня бы армора бы опять бы не было. Но я неплохо держусь, с учетом того, что он меня очень сильно гоняет по карте. 2 минуты прошло. Считай то, что у меня-то реализовать вообще никаких не было возможностей. Он пробовал, но пока вот не подцепит он у меня никак. Ну, Никса, конечно, с обилкой она позволяет немножечко так вот и без армора даже поиграть. Потому что комфортно на Никсе это делать. Так, я попал рейлган, но он мне шафта столько же влил, как попадание рейлганом. Опять, смотрите, не идет он на хэви. Он прям хэви боится туда идти. Не знаю почему. Видимо, он считает то, что это прям карман смерти какой-то, этот хэви. Ну, сейчас-то он уже пойдет, я вот думаю. Да. Я попал. Он мне в ответку попал. Конечно же, для него это супер круто. Для меня это катастрофа. Я снова в кале. Еще армор. Он уже более аркадно действует. Ну, естественно, ему и надо делать. У меня, кстати, обилка перезарядилась. И уже арморчика я съел. И вот он выходит на хэви. У нас драка. Ой, я ошибся здесь. Здесь смысл такой, то, что я уже шагнул... он меня откинул шафтом на джампад. Все, я понял. Во-первых, я уже поторопился. То, что я не понял, что он уже с рейлгана выпрыгивает, а я уже додж нажал в сторону хэви. И в моей голове, в принципе, было, я успею еще хэви забрать, и даже если он высунется, то я заберу хэви и уйду в инвиз. Ну, потрейдюсь я немножко там хп, ну и да и хрен бы с ним, зато я хэви украду. А в итоге получается так, то, что я оказался на весу в тот момент, когда он меня прижигает шафтом, так еще и к джампаду меня в итоге откидывает. Я в итоге ухожу. Так. Хорошо, через двойной прыжок забрал я полтинник. Опять же выжил. Ух, как живу долго я. Ой-ой-ой, все, здесь он меня подловил, но у него шафт закончился. Я попал отличные. Все ракеты попал. Совпало, что и шафт закончился. В итоге, естественно, для меня это супер круто, потому что, ну, представляете, я в такой ситуации игровой. Я еще и убиваю его. Здесь он интересно, конечно, решение сделал. Мега
появляется первое, но он пошел в атаку. И правильно, что он сделал, чтобы пошел в атаку. Единственное, что... У меня вот были ракеты, конечно. Но у него есть шафт. То есть, в принципе, по оружием он впереди. Потому что здесь дистанция как раз для шафта вот такая. Мне не Даже если один рейлган попаду, я все равно умру, а билки у меня нету, поэтому... Из-за того, что он оставил мегу, он прорашил мне хэви. Значит... Это правильное решение с его стороны, абсолютно точно. Все, добил меня. Ну, и, кстати, неплохо тоже попадал. Но он сейчас мегу заберет. Ну, то есть, мега фуловая оказалась. О, красиво, красиво. Убил еще раз и еще раз подловил. Быстро очень, видите, как завернул он на строге. Поймал как бы респаун, я ничего не успел сделать. Никуда не убежать, ничего. Опа! О, интересный момент. Ну-ка я пересмотрю его. Ага. Ну хорошо, я очень прошафтил. О, я сделал выстрел ракету и ушел в инвиз, чтобы он меня пикером, не дай бог, не убил. Отлично. Отлично. Я просто еще не все фрагменты игровые помню, то есть сейчас вместе с вами как бы вспоминаю, что было. На мегу, естественно, я не пошел, потому что, ну, это самоубийство туда идти. Я в любом случае не успел, потому что, во-первых, я сделал фраг и был в инвизе. Что я хэви не сразу смог забрать. И как мне на мегу потом выйти? Ну, допустим, я пойду через воду по первому этажу на мегу. Но он респаунится между шафтом и часиками, вот в коридоре, да, где арка. Даже с машинганом он туда побежит, он ее заберет. Да и еще мне таких звездюлей там надает этим машинганом, потому что стартовый машинган, на самом деле, это страшное оружие, особенно для Никсы, потому что у нее очень мало хп или армора обычно. Вот, поэтому я здесь понимаю, все, вопросов нету, мега твоя. С респаун это может сделать, потому что у него 50 армора с респа. Забрал часы, забрал шотган. Эх, вот это вот жалко, что я не попал. Сейчас за хэви будет драка, 100%. Если попал бы рейлган, его бы еще, может быть, испугало как-нибудь. А че он за хэви не дерется? А, он через верхнюю... Ну, как бы... Хотя он ведет. Он ведет. Ну, не знаю. Мог здесь, в принципе, попытать счастье. Ну, забрал рейлган. Килсон. Вышел на мегу. Идет драка. Я неплохой выпад фехтовальщика сделал. Во время переключения оружия у него стрельнул триболтом. Я сделал шаг вперед. Триболт пролетел мне за спину. Он пока доставал шафт, я ему по ногам пострелял. Отличный рейлган в щель попал. Ну, разменялся я здесь точно, ну, как бы очень хорошо. И сейчас уже могу как бы хамить хэви. А у нас сейчас стычка будет. Опа! Стычка. 61. Ой-ой-ой, здесь я поторопился. Можно было сейчас сделать фраг, если бы уже не ушел в инвиз. Просто сместись влево. Да. Сместись ты влево в сторону Меги, и когда он побежит к порталу, он дать ему в спину, без инвиза. Но как-то динамично все произошло. Я решил через инвиз сыграть. В итоге, во-первых, промахнулся рейлганом, а во-вторых, инвиз молоко. Драка. Ой-ой-ой, здесь опасно. Глава, на самом деле, ее нельзя недооценивать. Это очень сильное оружие, очень сильное. Отлично, рейлган на скорости, перемещение строго. Нормально.
потихонечку, вот тут пока есть контроль, на Никсе пытаюсь сделать фраги, забрал часики. В принципе, можно, времени достаточно много, можно было сходить, забрать часики на хэви машингане. Ай-яй-яй-яй, снова рейлган, в этой же позиции я промахиваюсь, в ответку получаю. А уже опасно за хэви драться. Пытаюсь что-то здесь. 94, еще можно сделать выпад. Останется совсем мало, если на рейлган попадет. Ну, почти ракетой меня убил. Оп-оп-оп-оп. Все, слава богу. Да, здесь в инвиз приходится уходить, потому что рейлган я не держу. И на джампаде во время как раз, когда он свой нос высунул из-за угла, я уже наступил на джампад. Здесь 100% инвиз. Вариантов выше других не было бы точно, он не промахнулся бы. Так, ну, в принципе, опа, атака. Ну что, прыгнул? Он прыгнул, я прыгнул с рейлган, ну-ка. Интересно. Что это сейчас было? О, боги, что? Я, конечно, попал по Sunny Rail, но смысла от него нету. Если бы он здесь мне попал рейлган, возможно, я бы свалился бы за карту. Хэви лежит. Я здесь уже рискую. Эмоции берут вверх, видимо. Потому что, ну, так, в принципе, на холодную голову, наверное, здесь бы я бы не прыгал так на хэви. Я умирал. Хотя, сколько у меня там было? Это просто для интереса чисто. Ну, мне кажется, я не держал этот рейл. Я аптеку взял, держал. Да, я взял аптеку и прыгнул потом. Держал, у меня 100 хп ровно было. Окей, все тогда нормально. Ну, правда, у меня было 10 на 100 тогда. Ситуация это сильно бы не выруливала бы, если бы он атаковал дальше. Взяли на понт. У меня рейлгана нету. По спине его пробрил. Приятно. Так, да, то есть он ушел от той позиции, я сразу прокрался на рейлган. Ну, он пасет этот рейл, он понимает прекрасно, что, он, наверное, слышит, что я там прыгаю. Джампад услышал, наверное. И просто застыл прицелом на месте и ждал, пока я высунусь. Я забрал Мегу. Он мог подрейлить, в принципе, по низу пройтись. 5-3. Так, ну, в общем-то, снова у нас происходит следующий на карте. Он забирает один айтем. Я забираю другой айтем. И с учетом того, что он лидирует, он даже не рискует драться за второй айтем. В принципе, он это делает правильно. Особенно, когда ты идешь с хэви на мегу, зайти на мегу практически невозможно. Потому что, по первому этажу уж точно. Поэтому мегу он просто отдает. И вот смотри, что он делает. Он стоит вот в этой вот клоаке. И здесь мне его пробить, тяжело очень. Потому что у него есть и армор. У нас тут неминуемая драка на разменах. Это вот 100%. То есть я вышел с ним подраться. Он дерется, он принимает бой. Он еще огрызается, дерется. Цап-царап мне по лицу. И в итоге мы по 10 хп разбегаемся. Как-то так. Но мне, конечно, чистый фраг или, более-менее
приближенной к чистому, то, что нужно мне делать, потому что на Никсе с 10 хп, и потом, когда enemy появляется 100 на 50, это в принципе, сразу же тебя убивают. Тут вот так выглядит. Карта небольшая, строк быстро перемещается, он стоит, пасет. Стоит, пасет. На шифте ползет на банан. Так, ну он решил сыграть... не повторяться. Вот что он решил. И он правильно абсолютно сделал, потому что, видите, я сместился на хэвик. И мега чуть попозже. И все. Он уже в сейф-зоне. Увидал меня. Забрал мегу. И снова размен. Вот видите, как произошло, интересно. Он стратегию свою не повторил. Через shift прошел на другой айтем. Ну, прочитать это как бы практически невозможно, естественно. Потому что ни звука на карте, где он может находиться, я точно не знаю. Так. Так, он знает, где я. Шаф пополнил. Снова хочется... Ну что вот он, видите, что он делает? Он играет в размен. Потому что он лидирует в 2 фрага. Так. Я пытаюсь его обмануть. Делаю фейковый рокет-джамп. Он ни хрена туда не идет. Делаю джампат, и он идет на хэви. Я мегу забрал, он хэви забрал. Пытаюсь его... Вот она, неминуемая драка. Ух, хорошая ракета от меня. Я задолжил, кстати, ракету инвизом. Иду в атаку. Бах. Ух, двойной прыжок меня спас, и я выжил. Так, так. Вот здесь мне нужно было драться. Вот здесь он 100 на 50, и я 100 на 50. Я проигрываю в 1 фраг. Но у меня есть шафт. И в принципе надо было сделать выход слева колонны. Вот. Тут важный фрагмент. Но я отступаю. Нервы. Решаю сыграть от девайсов. Забираю, ну, в принципе, все было бы не так страшно, если бы не время поджимало. Время поджимает, и мне нужно торопиться уже. Хорошо, хорошо. И, ну, здесь вот вообще, конечно, вот прям супер вкусный момент игровой. Люблю его вспоминать и пересматривать. И себя обожаю за происходящее дальше. Кикушинхай! Кикушинхай! Ничего уже не получается. В принципе, даже если бы этот рокет-джамп сделал, он бы не решил бы, наверное, еще, я думаю. Потому что как бы я бы за ним все равно не успел бы. Остается 20 секунд. У меня здесь на джампаде подлавливает. Я еще много попал в него. А, вот еще. Вот. И вот концовочка самая тоже драматичная. Вот предыдущие 2 момента. Это еще были не такими страшными, как сейчас то, что произойдет. Как можно вот... Ну вот почему я не попал в этот рейлган?
Я не понимаю, как я его... Ладно, предыдущие, черт бы с ними. Там траектория попадания как бы на ход вперед. Он перемещается быстро. Я там после рокет-джампа в голове прокладываю его передвижение. Но здесь я отчетливо вижу джампад. Я вижу, летит модель. И я промахнулся в джампаде. Вот спроси меня об этом. Не знаю, чисто теоретически я не промахнусь. Но практически, с учетом того, что накал страстей, нервы и чемпионат, представляете, насколько как бы организм иногда дает сбой, а именно мозг. Ну, а это как бы шутер. И думать тут особо некогда. Потому что это Quake. И принимать решение нужно здесь быстро. И делать это все качественно. И стрелять, и считать, и думать, и анализировать. Сохранять спокойствие. Очень много элементов задействуется и ресурсов головного мозга, соответственно. Если где-то идет просадка, значит концентрация не та, которая нужна для того, чтобы тащить турнирные игры против таких монстров, как Killzone.